Всем привет! В этом видео вы увидите, как сделать бэкап на примере планшета Asus MemoPad HD7 ME173X. Всем привет! Вы на канале Device, и приступим. Решил сделать видео на примере этого планшета, потому что он у меня как раз под рукой. Я делал замену сенсорного стекла. Сейчас покажу вам, как делать бэкап. Бэкап нужен для того, чтобы обезопасить себя перед любыми действиями с планшетом. Глюк прошивки, бывают разные варианты. Там не загружается, глючит, или просто вы хотите повысить прошивку. Но перед этими манипуляциями обязательно нужно делать бэкап. В случае неудачной прошивки, сбоя прошивки, сбоя электричества, прерывания прошивки и тому подобное. Во всех этих случаях бэкап повысит шансы на восстановление вашего аппарата. Видимо, аппарат работает. Так, здесь процессор Mediatek, поэтому будем делать бэкап прошивки с помощью флеш-тула. Для этого нам понадобится Scarlett файл из прошивки. Но об этом всем поподробнее вы узнаете дальше. Переходим к монитору ноутбука. На своих экранах вы видите монитор моего ноутбука. Сейчас нам нужно найти scatter файл в прошивке, которую мы скачали. Переходим в мой компьютер, загрузки, и здесь вот наша прошивка. Вот наш scatter файл. Открываем его с помощью блокнота. И здесь ищем вкладку кэш и копируем вот это значение. Далее переходим на диск, где у нас находится флеш-тул. Я пробовал разные версии, но мне подошел именно этот. Открываем его, запускаем от имени администратора. В поле, где у нас пишет scatter loading, выбираем наш scatter файл с прошивки. Переходим на вкладку Read Back. Здесь нажимаем два раза на поле Start адрес. Нам выскакивает меню, куда нам сохранить бэкап. Выбираем адрес для сохранения. И во втором поле вставляем наше значение, которое мы копировали из блокнота. Нажимаем ОК. И нажимаем Read Back. И теперь выключенный аппарат подключаем к компьютеру. И видим, у нас пошел процесс создания бэкапа. После того, когда наша программа завершит создание бэкапа, у нас появится табличка с зеленой галочкой. После этого мы можем отключать планшет. У нас есть уже готовый бэкап, и тогда мы можем пробовать прошивать аппарат. Вот и завершилось создание нашего RAM бэкапа. Все, вот такое видео у нас сегодня получилось. Надеюсь, оно вам поможет, будет вам полезным. Всем спасибо, кто посмотрел данный видеоролик. Поддержите канал, подпишитесь на него, поставьте лайк. Всем спасибо. До свидания.